Сегодня по-прежнему важным ресурсом для создания мужественности рабочих являются их умения и способности делать что-либо самим, своими руками, чинить, мастерить, строить. И эти практики хорошо описываются метафорой «золотые руки», которые нередко применяются по отношению к рабочим. С одной стороны, этот гендерный порядок до сих пор является патриархальным, и в нем присутствуют советские гендерные модели, которые соответствовали командной экономике. С другой стороны, этот гендерный порядок порождает новые стратегии гендерного поведения, которые соотносятся с экономикой неолиберального типа. Мой аргумент состоит в том, что на сегодняшний день рабочие, мужчины, выражают свою маскулинность несколькими способами: в виде классической, советской или старой маскулинности и новой постсоветской множественной маскулинности. Второй тип можно разделить на два подтипа. Это неолиберальная потребительская маскулинность и контрнеолиберальная сопротивляющаяся маскулинность. Классическая маскулинность скорее характерна для мужчин рабочих старших возрастов, например, старше 40 лет, которые продолжают работать на государственных предприятиях, построенных в советское время. Этот мужчина стремится соответствовать гегемонному образу, нормативному образцу маскулинности, быть кормильцем и защитником своей семьи. При этом он стремится адаптироваться к неолиберальным вызовам, но это получается с большим трудом, поскольку отсутствие стабильной зарплаты не позволяет выполнять роль кормильца. Новая маскулинность скорее характерна для молодых мужчин в возрасте до 35 лет. И она подразделяется на два типа: на потребительскую маскулинность и протестную. Потребительская или по-другому неолиберальная маскулинность характерна для рабочих, которые покупают, предположим, дорогие гаджеты, модную одежду или стремятся соответствовать образу жизни, который ведут мужчины из среднего класса. Тем самым они стремятся повысить свой социальный статус, но это оказывается иллюзорным, то есть фактической мобильности не происходит, она оказывается символической. Протестная маскулинность свойственна рабочим, которые вовлекаются в профсоюзную деятельность, участвуют в протестах, коллективных действиях, в низовых инициативах. Эти мужчины создают образы борца за справедливость, независимого принципиального мужчины, романтического героя. Но эта маскулинность также имеет свои издержки. Мужчины, профсоюзные активисты, подвергаются преследованиям, давлению со стороны работодателя или иногда даже уголовным наказаниям.